Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу вам предложить связать вот такой шикарный свободного кроя джемпер-кимоно. Такой, знаете, интересный очень узор у него идет ажурный, вертикальные такие ажурные полосочки, листики. Все, в общем, мне очень нравится свободный крой. Такую модель я еще не делала на своем канале. Эта модель хорошо подойдет на большие размеры, сами понимаете, свободный крой, ажур, одевает любая, даже девушка стройная одевает топ, а сверху такая красивая гламурная вещица. Согласитесь, будет шикарно смотреться. Для больших размеров тоже скрадывает всю полноту, да, и в то же время такое изящество, и, в общем-то, под низ топ, и вы идете свободно и не комплексуете по поводу чего-то там у вас. Вяжется легко и просто, подойдет на любой возраст и на любой размер. И на худеньких, и на толстеньких, на всех подойдет такая вещица классная. Пригодится в гардеробе любой женщины. Итак, мои хорошие, давайте с вами выбор пряжи посмотрим. Рекомендую вам эту пряжу. Цвет можете, конечно, выбрать по своему желанию, но пряжа, чтобы совпала с плотностью. Иначе потом я очень долго сидела, писала, составляла описание, там много своих нюансов. И, в общем-то, если вы еще не слишком продвинутая вязальщица, то вам лучше взять именно такую пряжу и именно те спицы, которые будут у меня сегодня в описании. Итак, смотрим выбор пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Итак, значит, для данного джемпера кимоно я выбрала пряжу Alize Cotton Gold. Пряжа турецкая, 100 грамм, 330 метров. Полухлопок у нас, цвет 187 и 55% хлопок, 45 акрил используется. Хорошего качества ниточка, прекрасной скрутки, да, как видно. И вот так выглядит наш с вами узор, образец, который мы будем сегодня с вами вязать. Здесь я уже показала вам переход, значит, когда мы разделяем полотно на две части, да, и вяжем V-образный вырез горловины у переда. Ну, соответственно, мы свяжем с вами раппорт вот этих листиков. Я покажу, как вяжутся вот эти красивые ажурные дорожечки, да. Ну и сделаем с вами вот здесь эти убавки. Я покажу, в каком конкретном месте убавочки у нас будут делаться. Цикл будет сейчас индивидуально рассчитываться, поэтому здесь я показываю, в каждом пятом ряду у нас убавки делались, но, возможно, сейчас более точно в расчетах будет другая цифра звучать. Итак, мои хорошие, все вы посмотрели, увидели, и давайте посмотрим схему узора. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. У нас будет использоваться целых 3 схемы. 4-я, 5-я я решила не смотреть их и не применять. Так, и вот смотрите, значит, у нас с вами крайне правая часть будет вязаться по схеме 1, центральная часть по схеме 2 и крайне левая часть будет вязаться по схеме 3. Это касается переда. Перед у нас вот с этим узором красивым по схеме 2 вяжется. Делайте скрин, девочки, экрана для того, чтобы схемочки эти себе сфотографировать. Так. Ну, мое увеличение вряд ли вам принесло утешение, да? Давайте вот так оставим. Так, и в общем, смотрите, условные обозначения здесь довольно простые. Вот эта схема
Первое у нас горизонтальная черточка изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и зеркально 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кружочек, как всегда, накид. Вертикальная черточка, лицевая петля. На этой схеме вот этот знак обозначает, мы перекрещиваем 2 петли направо и здесь перекрещиваем 2 петли налево. Лицевые петли перекрещиваем. Здесь у нас условное обозначение еще участвует вот 3 вместе лицевой с наклоном влево. Они у нас идут. И еще у нас с вами идет вот такой черный кружочек. Это скрещенная лицевая в лицевом ряду и скрещенная изнаночная в изнаночном ряду, девочки. Вот так все у нас с вами выглядит здесь с условными обозначениями. Давайте теперь с вами к выкройке вернемся. У нас есть выкройка. Как я сказала, модель кимоно, соответствующая выкройка у нас с вами вот такая. Здесь у нас будут другие немножко мерки. Участвовать у нас будет 6 размеров, поэтому я здесь мерочки свои поставила. Высота у нас остается такая же. Вы тоже меняете высоту по своему желанию. Я думаю, что на больший размер, конечно, высоту надо побольше взять, 55 сантиметров. На первые 2 размера вполне. На второй размер, я думаю, надо прибавить сантиметра 3, а на третий размер 52-54 вообще, думаю, сантиметров 5 точно надо прибавить. Так, высоту я имею в виду. Так, с выкройкой все понятно. И еще нам описание, как всегда, которое я составляю. Смотрите, мои хорошие. Озвучиваю вам размеры 44, 46, 48, 50, 52, 54. У нас будет описание участвовать на эти размеры. Какая ширина, я тоже рассказываю подробно после того, как мы свяжем с вами образец. Смотрите внимательно, я там определяю ширину изделия на все эти размеры. Начинаем мы вязать спереда, набираем на спицы вот это количество петель, которое у меня указано, вяжем 2 ряда изнаночной гладью. У этого узора есть такая особенность, что в начальном ряду в центральном по схеме 2 узоре на 1 петлю больше. То есть не 27 петель у нас участвует в раппорте, а 28. Поэтому, видите, я пишу прибавить в изнаночном ряду 1 петлю. Это особенность. Просто одна такая из изюминок вот этого узора. Затем этот узор будет вязаться все ряды 27 петель. У него ширина будет раппорта. Но вот именно в начальном ряду именно вот такая особенность. Так. И здесь я уже рассказываю, как распределить узоры. В конце видео я рисую схематично, как они располагаются. Да? Затем мы вяжем на определенную высоту и добираем до рукавов по 35 петель на все размеры. То есть это длина у нас цельновязный рукавчик. Да? Так, и получается вот такое же количество петель. Затем мы формируем V-образный вырез горловины. Я рассказываю подробно, как посчитать этот скос. Мы разделяем полотно на 2 равные части. Каждую часть, естественно, вяжем раздельно. И для того, чтобы связать каждую часть, из протяжки я показываю это, когда мы вяжем образец. Вытягиваем по 1 петле. Это будет петля кромочная у нас. Так, для формирования скоса выреза мы будем убавлять в каждом втором ряду по линии скоса, отступив от внутреннего края 17 петель ажурного узора по схеме номер 2. Я это показываю, да? В каком месте у нас начнутся убавки, я показываю, мы даже провязываем. Единственное, только я вязала по схеме, которая у нас с вами прикладывалась. Сейчас я вам ее тоже продемонстрирую. Вот такая была схема, девочки. Уменьшу. Смотрите, схема 6, она называется, схема 7. Здесь вот у нас идут убавки в каждом 5-м ряду. Видите, цикл. Каждый 5-й ряд у нас убавка идет. Но у нас с вами убавка будет в каждом 2-м ряду. Я это предупреждала и говорила, что
у нас, возможно, будет немного другая плотность по вертикали, так оно и вышло. В оригинале 30 рядов идет на 10 сантиметров, у меня 23,5 ряда на 10 сантиметров. Видите, какая разница в плотности. Поэтому у нас убавки, если вы будете вязать, как я, в каждом втором ряду идут. На протяжении 50 рядов мы убавляем по одной петле в каждом втором ряду. Убавочки будут идти, вот если берем с вами правую сторону, смотрите, 17 петель у нас идут неизменные в левой части, и убавки идут вот в правой части полотна. В узор, по узору там вяжем. А и здесь зеркально также. 17 петель неизменных, и далее идут убавки. Вот. Теперь вернемся после того, как мы все это убавим, мы закрываем петли и приступаем к вязанию спинки. У спинки будет другой набор петель. Будем вязать только схемами 1 и схемой 3. Схема 2 выпадает у нас из вязания, поэтому за счет этого набирается на 3 петли меньше. И как расположить петли, я тоже рассказываю. Смотрите, открываю вам еще раз схемочки, вот эти, наши 1 и 3. Сейчас нас они будут очень интересовать. Смотрите, мои хорошие, схемочка 1 и 3. Вот схемочка 1. Мы набираем с вами также, чтобы у нас совпали узоры по спинке и переду, да, необходимо, чтобы вот эти 3 петли у нас с вами были. То есть вот эти 3 петли по схеме 1, они у нас начинаются, узор. Затем мы вяжем нужное количество раппортов на разный размер, там свое будет количество, по 5 петель. И заканчиваем мы именно вот этими 4 петлями по схеме номер 3. Чтобы у нас совпала спинка с передом, понимаете, узоры, чтобы вот эти вот легли, когда мы будем сшивать. Так, с этим я тоже вам объяснила. Отлично. Так, ну и в общем-то все это спинка вяжется идентично абсолютно нашему переду, то есть там же для рукавчиков доборы мы делаем по 35 петель, да, включаем эти петли в узоры, то есть 7 раппортов у нас включается в узор. Все, закрываем на той же высоте, что и перед. 130 рядов у нас при 55 сантиметрах, если высота. Ну и вырез горловины я тоже рассчитываю, вам рассказываю, сколько петель. Все в конце, когда идут расчетные части. Все в конце видео, когда мы с вами уже связали образец, сделали влажную тепловую обработку. И, в общем-то, пошли мои расчеты. Я вам начинаю там рассказывать, схематично рисовать. При желании можете обвязать вырез горловины крючком, девочки, столбиком без накида, 1 ряд. Это при желании. Если не будет желания, ничего не обвязывайте. Итак, мои хорошие, давайте приступим с вами к вязанию образца. Схема, вот у нас все наши 3 схемы, которые мы сейчас будем с вами использовать в вязании, вот они у нас перед глазами. Значит, у нас центральная схема, это схема 2, 1 и 3. Соответственно, это правая часть узора, это крайне левая. И по центру идет схема 2. То есть они идут последовательно. 1, 2, 3. Друг за другом. Как мы и будем вязать. И раппорт центральной схемы занимает 10 рядов. А раппорт схемы 1 и схемы 3 это то же самое, только в зеркальном отображении они находятся. И в общем-то раппорт у них всего 2 ряда. И каждые 2 ряда повторяются эти элементики вязаные. И в общем давайте с вами набираем 56 петель. Объясню. Несмотря на то, что раппорт вот этого узора составляет 27 петель, хочу сказать, что я тут, когда рассматривала этот узор, обратила внимание, что будем с вами не 27 набирать на центральный, на первый ряд, а на 1 петлю больше, 28. Почему 28? Смотрите, как интересно здесь устроено. Смотрите, ведь у нас с вами 2 вместе провязанные должны соответствовать накиду. Вот смотрите, в первую часть правую смотрим внимательно. Видите, 1, 2. Это 2 вместе лицевой. Соответственно, это с наклоном влево, это вправо, да? А накид, девочки, всего 1. Накид 1. Видите? Вторую часть схемы смотрим, левую. 3 вместе лицевой, 2 накида, все четко.
А вот здесь один накид теряется. Я не знаю почему, но потом, когда мы будем вязать, он восстанавливается. В общем, имейте вот такая фишка у этой схемы. Так, начинаем с вами вязать схему 1. Схема 1 у нас с вами, смотрите, раппорт составляет 5 петель. Так же, как схема 1 и схема 3, это одно и то же, как я уже сказала. Это одно и то же, видите? Это одно и то же раппорт. Только начинается и заканчивается наши половиночки по-разному. Тут с 3 петель начинается, потом идут нужное количество раппортов по 5 петель. Вот. Затем заканчивается все 6 петельками и вступает схема 2 в вязание. Затем схема 2 заканчивается изнаночными и вступает в вязание схема 3. Здесь 5 петелек у нас неизменно по схеме вяжется, а затем нужное число раппортов повторяется. Вот он выделен красным, да, и все заканчивается обязательно 4 петельками за раппортом. Именно так должно у нас все с вами согласовываться. И вяжем. Да, я понимаю, образец получается большой, но если вы не начнете его вязать, вы ничего не поймете. В принципе, я так считаю. Возможно, я зря так думаю. Начинаем с вами схема 1. У нас идет первые 3 петли. Первая, я так понимаю, у них кромочная идет, да? Затем идут 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Затем идет раппорт на 5 петлях. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Бабушкины петли я вяжу, я вот так меняю петли местами, мне так удобнее, я так привыкла. Вы вяжите 2 вместе лицевой с наклоном вправо, как привыкли вы. Затем делаем накид. 5 петель у нас с вами раппорт связан. И далее за раппортом 6 петель. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, затем снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Переходим к схеме 2. Изнаночная. Первый ряд схемы 2. Изнаночная связали. Меняем петельки местами, перекрещиваем 2 петли направо. У меня первая за работой, вторая поверх нее вот так накидывается. И вяжу как лицевая, лицевая. Затем вяжем 2 изнаночные, скрещенную лицевую, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, изнаночная. Желтые квадратики у нас это нет петли, и идет у нас тут сразу скрещенная лицевая, черная точечка обозначает. Затем опять идет изнаночная, 3 вместе лицевой с наклоном влево, вот так. Накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Делаем накид. Вяжем скрещенную лицевую. Далее вяжем 2 изнаночные. Перекрещиваем 2 петли налево теперь уже. То есть первая у меня перед работой, вторая за работой. Поменяли их вот так местами. И вяжем лицевая, лицевая, изнаночная. Схема 2 закончилась. Вяжем схему 3. 5 петель перед раппортом идут по схеме. Первая лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и тут же 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Далее вяжем раппорт на 5 петлях. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. И 4 петли у нас с вами за раппортом вяжутся. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Имейте в виду, что здесь в схемах вот эти кромочные, они тоже в схему вошли. Да? Все изнаночные
четные ряды мы будем вязать, как смотрят петли. Накиды вязать будем изнаночными. Итак, у нас с вами идет третий ряд. Схема 1 и схема 3 вяжутся одинаково, так же, как и первый ряд. То есть здесь раппорт уже идет повтор. Но я вам все-таки покажу еще раз. То есть повтор, я вот даже, видите, вязать буду опять по первому ряду. Бессмысленно идти в третий ряд, да, по схеме 1. Это тот же первый ряд. То есть раппорт повторяется. Первый у нас идет кромочная, затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо идет. Накид. Связали 3 петли перед раппортом. Да? Далее вяжем 5 петель самого раппорта. Лицевая, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Раппорт связали. За раппортом у нас 6 петель. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Все. Теперь третий ряд схемы номер 2 вяжем. Начинаем. Изнаночная. Перекрещиваем 2 петли направо, 2 лицевые петли направо, да, то есть и вяжем лицевая, лицевая. Далее 2 изнаночные, скрещенная лицевая. Кстати, ее надо вязать в изнаночном ряду изнаночной скрещенной. Затем накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Изнаночная. Далее вяжем скрещенная лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Снова накид, скрещенная лицевая, 2 изнаночные, перекрещиваем 2 петли направо. То есть налево, девочки, налево. Здесь наоборот, видите, тут направо было, здесь налево. И вяжем лицевая, лицевая. Изнаночная. Связали третий ряд схемы 2. Переходим к схеме опять 3. Там все то же самое, по первому ряду вяжем. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Связали. Затем идет раппорт узора на 5 петлях. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. И 4 петли за раппортом у нас идут. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, кромочная, изнаночная. Все. Так, 4-й ряд вяжем, как смотрят петли. Девочки, чтобы не загружать видео, вот у нас сейчас с вами 5-й ряд, да, давайте самостоятельно вы свяжете вот эти вот схемы 1 и 3. Я же буду показывать центральную схему с листиками, да, которая у нас с вами занимает 27 петель по центру, да, а это вы и сами свяжете. Это то же самое, что первый ряд мы сейчас с вами вязали, 3-й ряд, 5-й ряд, 7-й и так далее, они все одинаковые, эти ряды. Вот, вы самостоятельно это все дело свяжите. Вот, и мы с вами приступим к схеме 2 сразу. Вяжем 5-й ряд схемы 2. Изнаночная, перекрещиваем 2 петли лицевые направо, меняем их местами, вяжем лицевая, лицевая. Далее вяжем 2 изнаночные, скрещенная лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, скрещенная лицевая идет, изнаночная, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная по центру, и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. То есть листик начали формировать, да? Понятно. Затем идет лицевая, накид, скрещенная лицевая,
2 изнаночные, перекрещиваем 2 петли налево, 2 лицевые меняем местами и вяжем как лицевая, лицевая, изнаночная. Связали 5 ряд, 6 ряд. Так, и схема 3 вяжем самостоятельно, то же самое, что первый ряд у нас. 1, 3, как я уже говорил, 5, 7 одинаково вяжутся. Так, 7 ряд у нас с вами. Опять схему 1 и схему 3 вяжем самостоятельно и встречаемся с вами в схеме 2 уже. Так, у нас с вами 7 ряд. Вяжем, смотрите. Значит, я уже начала схема 2 вязать, изнаночная, перекрестила 2 петли лицевые направо, вяжем 2 следующие изнаночные, далее скрещенная лицевая идет, накид и 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, опять накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, затем идет скрещенная лицевая по центру, изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид. Затем идет скрещенная лицевая, 2 изнаночные, меняю местами 2 петли направо, налево, то есть налево, опять путаюсь. Делаю главное правильно, а говорю неправильно. То есть поменяла, перекрестила 2 лицевые, провязала их как лицевые петли, да? И изнаночная. Связали 7 ряд, схема 2. Схему 3, как мы уже договорились, вы вяжете самостоятельно. 8 изнаночный ряд мы вяжем, как смотрят петли, да, накиды изнаночными провязываем, я уже говорила. Так, сейчас будем с вами встречаться в 9 уже ряду. Так, у нас с вами 9 ряд идет, схемы 2, сразу вяжем. Тут я самостоятельно провязала. Изнаночная, затем 2 вместе, 2 лицевые перекрещиваем направо, вяжем как лицевая, лицевая, 2 изнаночные, скрещенная лицевая идет. Так, далее идет накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. То есть листик начали формировать. Затем идет лицевая, накид, изнаночная. Скрещенная лицевая, изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид. Скрещенная лицевая, 2 изнаночные, перекрещиваем 2 петли налево, 2 лицевые и вяжем их лицевая, лицевая, изнаночная. Связали 9 ряд схемы 2. Самостоятельно вяжем схему 3. Итак, мои хорошие, на этом мы связали раппорт этот схемы номер 2 центральный полностью. Теперь повтор идет с 1 ряда у нас. И сейчас, как я хотела, вам обещала, мы с вами будем разделять. Представьте, что это V-образный вырез горловины у нашего джемпера. И мы сейчас будем эти части делить пополам. Вот эти части, да? Как будто у нас уже пошел формироваться V-образный вырез. Потренируемся. Смотрите, девочки, вот такая у нас есть в помощь схема по убавкам выреза горловины V-образного для формирования. И здесь у нас в каждом 5 ряду, видите, идет убавочки. Идут убавочки. Видите? Идут убавочки в каждом 5 ряду. Вот. Как это будем делать с вами мы, чтобы у нас узор красиво смотрелся? Ну, начнем по их схеме. Ну, первые вот эти вот петли у нас идут. Это, как мы с вами привыкли уже, да, схема 1, схему 3 смотрим. То есть тут у нас идет с вами изнаночная, да, потом 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, опять лицевая. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. То есть как бы тут уже мы наизусть выучили накид, да. Так.
И вот здесь сейчас будем внимательны. Опять идет лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Так, и смотрите, здесь, в общем, 2 вместе лицевой с наклоном вправо-то мы делаем. Да-да-да, делаем. Так. Затем у нас идет лицевая, изнаночная по схеме нашей. Вот я уже смотрю вот эту схему. Видите, вот эту схему. Да? И перекрещиваем. И пошли вязать, как мы привыкли. То есть перекрещиваем лицевая, лицевая, вяжем. Направо перекрестили. Опять идут по схеме 2 изнаночные. Скрещенная лицевая. Накид. Лицевая. Затем идет 2 вместе лицевой с наклоном влево. Изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая. Изнаночная, скрещенная лицевая, а вот здесь центр наш получается, скрещенную лицевую связали, а вот здесь сейчас нам необходимо будет скрещенную лицевую, и для кромочной необходимо нам поднять из протяжки 1 петлю, вытянуть ее вот так. Все, теперь вяжем каждую половину отдельно. Правая часть и левая часть теперь у нас делится. Когда приступим к вязанию второй части, второй половине, то же самое, смотрите, по схеме у нас идет вот этот листик наш, идет, да? Смотрите, здесь тоже необходимо будет добавить 1 петлю. Чтобы вязать левую половину, здесь тоже нужно будет 1 петлю вытянуть для кромочной. Эта петля у нас будет скрещенной лицевой. И пойдете далее вязать по узору вот этой схемы номер 7 получается. То есть наша часть правая это схема 6, а вторая часть, когда будете вторую половину вязать, будете вязать по схеме 7. Да? И не забудьте тоже 1 петлю вытянуть для кромочной из протяжки. И затем будете уже включать петли в узор. Итак, в нашем случае мы сейчас вяжем с вами правую часть, левая будет зеркальной, да? И мы переворачиваем наше вязание и в изнаночном ряду вяжем все петли, как смотрят. То есть первый у нас идет кромочная, и далее как смотрят петли мы вяжем. Кстати, скрещенную вот эту петлю изнаночную, кто вяжет в изнаночном ряду, вяжите ее тоже изнаночной. Итак, самостоятельно провязываем мы с вами изнаночный ряд. У нас цикл убавок может быть другой. Я сейчас еще не измеряла плотность, да? Надо точно будет знать, через сколько рядов мы делаем убавки, чтобы нам уложиться в нашу плотность, да? Поэтому я предлагаю следующий образ. Вам ориентироваться в убавках. Смотрите, делайте маркер, то есть ориентируйтесь вот на эти 2 скрещенные и 2 петли идут у нас неизменные, и после них идут убавки каждый раз. Какой цикл, в каком ряду, здесь будет провязываться 2 лицевые вместе. Все. То есть вот сейчас я в 5-м ряду решила так, как у них, сделать цикл в каждом 5-м, да. То есть я провязываю 2 вместе лицевой. Больше я ничего не придумала. И далее неизменно вяжу наш с вами раппорт узора. Неизменно, да. Как неизменно? Значит, у нас здесь вяжется лицевая, изнаночная. И далее мы по схеме пошли. Вот, значит, сейчас 5-й ряд, да? 5-й ряд. Вот пошли по схеме вязать 5-й ряд. Перекрещиваем 2 петли направо. Вяжем лицевая, лицевая. 2 изнаночные, да? Затем, значит, скрещенная лицевая. Делаем накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. 3 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, скрещенная лицевая идет, так, и кромочная, изнаночная. Все. Все. Вот таким образом я вам предлагаю делать убавки. Ну, 6-й ряд мы вяжем. Давайте еще далее продолжим. 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. И вяжем с вами 7-й ряд. Значит, начинаем вязать вот эти наши ажуры, вяжем как мы привыкли, то есть, да, то есть по рисунку мы их вяжем, да, по рисуночку. У нас с вами 9-й ряд идет, 9-й ряд. Так, и у нас в 9-м ряду должны быть убавки по их циклу, то есть в каждом 5-м. Так, и мы делаем с вами, вяжем опять по узору. Вот у нас с вами маркер наш идет.
лицевую связали. Сейчас наша убавочка идут 2 вместе лицевой. Провязали, убавочку сделали. И неизменные наши 2 петли идут, лицевая, изнаночная. Затем перекрещиваем и вяжем 9 ряд. В общем, теперь у нас идет 9 ряд схемы номер 2. Вот мы перекрестили 2 петли, 2 изнаночные пошли у нас. Затем идет скрещенная лицевая, накид, лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, изнаночная, скрещенная лицевая идет, кромочная, изнаночная. Вот. Ничего мы не меняем в нашем раппорте с листиками. Да? 10 ряд вяжем, как смотрят петли. Теперь у нас с вами раппорт снова повторяется с 1 ряда. И мы с вами вяжем неизменные наши эти по узору. Петельки идут у нас, да? 2. По сути у нас с вами был 11 ряд провязан. Теперь у нас 13 ряд, но на самом деле у нас 3. Я вот сейчас ориентиром выбрал схему 2, да? То есть я повтор иду, у меня 3 ряд, и сейчас нужна будет убавка. То есть здесь у нас в каждом 5 ряду, помните, да, мы делаем убавочки. То есть здесь мы вяжем опять по схеме 2 вместе лицевой по рисунку. У нас будет вязаться 2 вместе лицевой. Видите? Вот у нас маркер идет. И далее у нас уже идет схема 2 снова, лицевая, которая неизменная у нас идет все время. Мы ее не трогаем, она у нас не участвует в убавлениях. Затем идет изнаночная, перекрещиваем 2 петли направо. 2 изнаночные вяжем, скрещенную лицевую, накид, лицевая, опять идет накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, скрещенная лицевая и кромочная, изнаночная. Мне кажется, я уже достаточно вам, девочки, пояснила, как у нас будут тут формироваться убавки, да. Вот, то есть следующее у вас будет требоваться, теперь в следующую убавку у вас будет идти в 17 ряду, то есть в каждом 5, да, а по сути это у нас будет с вами, какой там ряд, сейчас у нас 13, потом 5, это будет 7 ряд нашей схемы, вот этой вот, то есть, в общем, суть вам, я думаю, ясна. Я могу еще продолжить вязать. Давайте свяжем, как смотрят петли с вами 4 ряд. Да? У нас с вами по схеме 2, 7 ряд опять убавки сейчас будут. Каждый 5 ряд. Да? Значит, мы делаем с вами в начале узор, вяжем, как всегда, по схеме. По узору, да, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. То есть вправо накид. Затем идет лицевая, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 вместе лицевой. Так, а сейчас вот уже не будем эти делать 2 вместе. У нас с вами сейчас будут 2 вместе просто лицевой. То есть вяжем просто лицевую, затем 2 вместе лицевой, в любую сторону, как вы хотите. Я вот влево делаю. И далее идут неизменные наши петли, лицевая, изнаночная. И по 7 ряду вяжем схему 2. Да? То есть перекрещиваем 2 петли. Вяжем лицевая, лицевая, 2 изнаночные, скрещенная лицевая, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, скрещенная лицевая, кромочную вяжем изнаночной. Все, мои хорошие, видите, какой у нас край с вами формируется. Наверное, дальше я не буду вязать, но и так все понятно. Я думаю, вам все понятно, мои хорошие. Вы понимаете, где у нас с вами тут убавки. Они уже здесь вот становятся довольно хорошо видны. Да? Вот эти, если вам не нужно, мне не нужно. Я помню, где у меня идут неизменные петли, которые не участвуют у нас в сокращениях и убавочках, да, то есть они у нас, вот они, еще раз повторюсь, но кто все-таки не понял, этот ориентир у нас был вот это вот красивое перекрещенное на 2 петлях
направо 2 петли, да, задействованы, и перед ними идет изнаночная и лицевая, они неизменные. И после вот этой лицевой каждый раз идет убавка. Цикл, повторяю, сейчас, возможно, мы пересмотрим цикл, и у нас будет немного по-другому убавки идти, не так, как у них, потому что я посмотрела, у них плотность в 1 сантиметре 2,7 ряда. У меня такое крайне редко бывает. У меня обычно бывает 2,2, 2,3, да. Но, возможно, у вас совпадет, потому что, возможно, вы более плотно вяжете. То есть здесь сейчас будет у нас другой цикл, возможно. Но вы имеете в виду, что убавки будут идти после вот этой лицевой. Вернее, перед ней, да, перед ней. А здесь в левой части после этой лицевой. То есть здесь все зеркально делается. Так, мои хорошие, надеюсь, я доступно вам объяснила все. Вот эти убавочки, они тут видны, видите, да? Но это красиво смотрится, красиво. Так, давайте сейчас сделаем тепловую обработку нашего образца, влажную тепловую. Посмотрим, все-таки эту плотность посчитаем. Итак, делаем влажную тепловую обработку. Горячим паром обдаем наш образец. Так, и вытягиваем его вертикально и горизонтально. Спица, конечно, мешается. Так, ничего, потянем хорошенечко. Все, оставляем сохнуть. Пусть сохнет. Сейчас будем делать измерения. Девочки, измеряем ширину нашего образца. У меня получилось 30 сантиметров ровно. Вот лежит, да? 30 сантиметров, участвовал 55 петель. 55 поделить на 30. Получаем 1,8 у нас плотность. Запишем в 1 сантиметре 1,8 петель. По вертикали также давайте замеры сделаем. Значит, здесь вот у меня 2 раппорта идут. И 8,5 получается. 8,5 сантиметров. И 2 раппорта по 20 получается, да? 20 петель. У нас составляет 10 рядов, получается это 20 рядов у нас, поскольку здесь 2 раппорта, 20 рядов поделим на 8,5 сантиметров, 8,5. Будет 2,3, 35 даже. Вот такая плотность. Я запишу, что в 1 сантиметре 2,35 ряда. Вот видите, вот эти цифры сейчас, видите, как не совпала у нас эта плотность. И мы сейчас по выкройке с вами более точно рассчитаем цикл убавок, который мы с вами вот здесь делали. Цикл. То есть убавка, которую нам предлагает автор модели, нам не подходит по схеме. Не подходит. У меня лично другая плотность, и поэтому здесь будет цикл другой. Цикл другой будет. Не 5, а возможно 3 будет. Но я не буду гадать. Мы сейчас сделаем расчеты и все узнаем. Так, у нас вот такая будет с вами выкройка кимоно, так называемая. Да? Будем вязать с вами отдельно спинку и перед, но с цельнокроенными такими рукавами. Начинаем вязать спереда и сразу определяем, сколько петель по низу будем набирать. Значит, смотрите, в нашем с вами узоре будет участвовать следующий размер. В нашем, значит, будет участвовать размер 44-46 со шириной 53 сантиметра. Затем будет 48-50 с шириной 58 сантиметров. И 64 сантиметра придется на размер 52-54. Так, с этим понятно, да?
И сразу же определяем количество петель. У нас с вами плотность по горизонтали 1,8. 53 сантиметра первый размер умножаем на плотность 1,8, 95 петель. Следующий размер 58 сантиметров на плотность 1,8, 105 петель берем. Надо, чтобы было нечетное число. И 64 сантиметра умножить на плотность 1,8, получаем 115 петель. Распределяем, девочки, узоры. Значит так, по центру у нас однозначно с вами идет наш ажурный узор на 27 петлях. Не забудьте, что в первом ряду он у нас идет на 28 петлях. Вот здесь, в первом ряду. Поэтому, когда мы свяжем планочку по низу, предлагаю 2 ряда изнаночных петель связать. И затем в последнем изнаночном ряду добавим 1 петельку, чтобы нам не путаться с узором. Да? Вот. И потом у нас будет в узоре, конечно же, участвовать те петли, которые мы с вами определили, 95, 105 и 115. Но в первом ряду узора будет участвовать на 1 петлю больше, то есть 96, 106, 116, чтобы не запутаться. Да? И начинаем с вами распределять узоры. Да? Вот 27 петель по центру идет, и здесь у нас идут с вами петли. Помните, мы вязали в образце, у нас с вами раппорт 5 петель, 3 петли у нас были крайне правые и 6 петель крайне левые были. Помните, да? Потом шел узор 20 по схеме 2 на 27 петлях. И завершали мы все. В левой части у нас начиналось все с 5 петель перед раппортом. Потом шел полный раппорт на 5 петлях. Завершался с 4 петлями после раппорта. Таким же образом мы поступим с вами сейчас. То есть у нас с вами... И смотрите, мои хорошие. Распределяем как узор. По центру идет у нас узор на 27 петлях. И для первого размера с двух сторон осталось по 68 петель. Делим пополам. 34 справа, 34 слева. Что значит эти 34? Что в них будет входить? Смотрите, объясняю по схеме. Схему 1 рассматриваем. В первые 34 петли входят 5 раппортов по 5 петель, то есть это 25 петель по центру. Плюс 3 петли идут справа, крайне правые, 6 петель крайне левые. То есть 25 петель по центру, добавляем 9 петель добавочные для симметрии, да? 25 добавить 9, получим вот эти наши 34 петли, понятно. В левой части что из себя будут представлять 34 петли? То же самое. По центру вяжем 5 раппортов по 5 петель. Вот эта схема. По центру начинаем с 5 петель перед раппортами и 4 петлями заканчиваем. Вот эти 9 петель добавочные. Добавляем 25 эти добавочные 9, те же 34 петли получаем. Понятно, да? Для других размеров расположение узора точно такое же, только добавляется еще 1 раппорт на 5 петлях. То есть по центру будет, значит, для размерчика 48-50 по центру у нас будет идти 6 раппортов по 5 петель и 9 для симметрии добавляем. То есть вот я нарисовала схематично. Это для второго размера, да, 27 петель по центру и по 39 петель схемы 1 и 2. Ой, схема 1 и 3. Вот, понятно, да? То есть схема 1, 39 петель, схема 2, 27 петель, схема 3, 39 петель. Из чего они складываются, 39, я объяснила. Далее, и третий размер у нас то же самое, только 44 петли добавляем. Здесь будет 44 и здесь 44. По центру неизменные схемы номер 2 на 27 петлях. Все. И вяжем. Вяжем, вяжем, вяжем на высоту 22 сантиметра. Сразу переводим эту высоту в ряды, чтобы нам не запутаться. Мы плотность с вами посчитали. Вот у нас плотность по вертикали 2,35 ряда в 1 сантиметре. Поэтому наши 22 сантиметра мы умножаем с вами на 2,35 плотность. Получим
52 ряда. Видите, я написала 52 ряда. То есть мы связали вот таким образом 52 ряда, как я сейчас рассказала, расположили узоры. И начинаем справа и слева добирать петли. Здесь, конечно, длина рукава зависит от ваших предпочтений. Я сделала 19 сантиметров. У меня получилось 35 петель справа и 35 петель слева. Вот. И добираем. То есть мы к нашим 95 петлям прибавляем 70 петель, то есть по 35 справа и слева для рукавов. Тут тоже 70 петель. Получаем следующие петли. Первый размер 165, второй 175, третий 185 петель. Понятно, да? Из чего они сложились. И уже вот такое широкое полотно у нас с вами стало. Что будут из себя представлять набранные 35 петель? Это 7 раппортов по 5 петель. Вот что у нас красным выделено. То есть, по сути, девочки, что будет из себя представлять эти добавочные 35 петель? Это раппорт у нас с вами 5 петель, да? То есть, это добавочные 7 раппортов еще. Вот и все. Так, с этим понятно. То есть, вяжем по узору схемы 1 и схемы 3. Вот эти добавочные рукавчики. Затем по переду необходимо сформировать вырез горловины. Я сделала 12 сантиметров, еще свяжем таким образом, и затем вырез горловины у нас идет. 12 сантиметров тоже переводится в ряды, то есть 12 умножить на плотность по вертикали 2,35, 28 рядов, девочки. 28 рядов вы свяжете вот так, как уже с прибавленными рукавчиками, и затем разделяем обе части вязания поровну и начинаем отдельно вязать правую часть, отдельно левую часть. При этом формируем вырез горловины. У нас с вами, я уже посчитала петли для выреза горловины. Ширина у нас 28 сантиметров, на все размеры указано. Я немного взяла смелость увеличить ее для других размеров, побольше сделать, да, пошире. То есть, смотрите, 28, из чего сложились петли, умножил я на плотность 1,8 по горизонтали, у меня получилось вот 50 петель. Но надо, чтобы было нечетное число, поскольку у нас участвует в вязании нечетное количество петель, то есть 51 петля вырез горловины. Для второго размера я сделала 53 и для третьего 55 петель. Вырез горловины, его ширина. Соответственно, нам по скосу необходимо, надо будет, у нас 2 скоса, делим пополам эти петли, одну середину петлю убираем, она нам не нужна, и условно не нужна. И смотрите, с каждого скоса убираем первый размер 25 петель, второй 26 петель, третий 27 петель. Вот здесь по скосу, справа и слева зеркально. Убавки будем делать в каждом втором ряду. Почему в каждом втором? Смотрите, значит, здесь вот я сделала так, чтобы у нас на разные размеры, в описании я это указала, здесь нет. То есть у нас высота скоса на все размеры получилась 50 рядов. На любой размер. На любой. Вот. И, соответственно, приблизительно в каждом втором ряду делайте убавки. Вот. Там почаще будет для последних двух, там 26 петель, надо 27. То есть там получится в каждом ряду уже около самого окончания переда, да, то есть почаще сделайте в каждом ряду убавочек и все. Так, и после того, как вы все это убавите, петельки закрываем и приступаем к вязанию спинки. Я все это распишу вам в описании. И после того, как вы все это свяжете еще на высоту 33 сантиметра, ширина рукава, да, то есть тут также будет, как и у переда, добираться петли по 35 петель справа, 35 слева, то есть тоже количество, вот как у переда было. Вот, свяжете еще на высоту, общая высота у нас будет 55 сантиметров. Вы эту высоту можете также изменить по своему желанию, сделать побольше. Кому особенно на большой размер, наверное, нужно повыше сделать. Хотя длинные такие кимоно, ну хотя, в общем, любую длину, девочки, ставьте.
регулируйте под себя. То есть я думаю, что прибавить, если захотите подлиннее, нужно вот эту часть, где 22 сантиметра, да. То есть и закрываете все петли на общей высоте спереди. Все. Затем делаете швы и все. В общем, все описание будет под видео. Моя главная задача была показать вам, как узоры распределяются. Все, мои хорошие, удачи, до новых встреч!